Всем привет! Надеюсь, сегодня вы более или менее готовы к тому, чтобы обсуждать снова Дао Дэ Цзин. Об этом я сообщал в недавней публикации и на разных ресурсах. И сегодня, наверное, мы здесь увидимся с теми, кого интересует именно эта тема. А тема достаточно емкая. Это не просто тема изучения Востока или менталитета Востока. Общеизвестно, что даосизм, например, к которому мы сегодня обращаемся, является такой теоретической основой боевых искусств. И именно на этом культурно-историческо-философском пласте и формируются боевые искусства мировые. Буквально не только там китайские, например, традиционные боевые искусства, но и, как мы их знаем на сегодняшний день, вообще в мире. И чем дальше боевое искусство отходит от вот этого философского базиса, тем менее, собственно, оно становится, как бы это сказать, универсальным, тем менее оно становится боевым и больше приближается к каким-то условным достаточно реалиям, условным победам, спортивным каким-то там условным достижениям, но явно удаляется от жизни, от реальности и так далее. И в этом смысле, да, действительно, Дао Дэ Цзин, к которому вот мы сегодня обращаемся с вами, это трактат не, как говорят, о Дао и добродетели или там еще о чем-то подобном, я не знаю, там по-разному это переводят. Это не трактат о каких-то далеких от жизни философских концепциях таких, а это трактат, как мы уже с вами говорили не раз, о том, кто мы есть. То есть буквально на самом деле Дао Дэ Цзин ставит перед нами вопрос, кто ты есть. Дао Дэ Цзин предлагает нам покопаться в себе. И если мы бойцы, если мы, конечно, оторваны от реальности, если мы просто изучаем Дао Дэ Цзин в каком-то, я не знаю, в общей канве расширение кругозора, например, начитанности какой-то или еще что-то, то это одна история. И здесь можно по-разному совершенно относиться к тому, что старик Лао Цзы пишет. А когда мы являемся бойцами, когда мы занимаемся боевыми искусствами, нам так или иначе приходится обращаться к этой теме, потому что тема чрезвычайно емкая, чрезвычайно глубокая и с колоссальным потенциалом практического применения. Да? Именно поэтому мы обращаемся к Дао Дэ Цзин, мы пытаемся его читать, в разных переводах мы пытаемся это делать, но, как правило, в большинстве случаев это не приводит к каким-то ожидаемым результатам. И в лучшем случае Дао Дэ Цзин, значит, у многих, кто читает это вот в соответствующих переводах, Дао Дэ Цзин ассоциируется с чем-то мистическим, с чем-то не до конца объясненным. Как правило, люди приходят к выводу, что Дао – это такая штука, которая не может быть познаваема. И поскольку не может быть познаваемо, то и вдумываться не надо. И то, что нам сообщает старик Лао Цзы, или там Джуанцзы, например, да, когда пишут что-то о Дао эти люди, то, это какие-то, я не знаю, чуть ли не под грибами ребята это писали там, да, и это все как-то далеко от реальной жизни. Значит, и иногда это где-то возвращается на грешную землю, что-то нам сообщает, но сообщает, наверное, не так много каких-то вещей. И вот эта вот таинственность, сакральность дает большую пищу, во-первых, для размышления тем, кто в реальности не окунается вот в этот пласт исторически-философский такой. Да? Ребят, для того, чтобы понимать, что написано в Дао Дэ Цзин, например, или что написано в Джуанцзы, недостаточно прочесть вот только две вот эти вот маленькие там брошюрки практически. Да? Нужно много что знать о Китае, о китайском менталитете, о китайском языке, о том, каким образом в китайском языке передаются те или иные мысли, особенно философские мысли. Нередко то, что мы сообщаем несколькими фразами, а иногда и целыми абзацами, да, в китайском языке может быть передано буквально там 3-4 иероглифами. Да. Это такая вот особенность передачи информации, она
ну, связано с особенностями, собственно, китайского языка, построения идиом в китайском языке, а идиом в китайском языке, так же, как и в любом, наверное, другом языке, они возникают не на пустом месте, они возникают из каких-то известных достаточно историй, когда-то происшедших или надуманных, не происшедших, но, тем не менее, вся эта история укомплектовывается буквально в одну фразу, ну и как бы всем понятно, о чем идет речь. Когда мы говорим «лес рубят, щепки летят», например, или «заблудился в 3 соснах», да, это не 3-4 каких-то слова, вот, которые просто вот случайно произнесены. Да? Потому что если мы вот какую-нибудь идиому, там, например, русского языка переведем на любой другой язык, не славянский, да, ну, наверное, мы встретим как минимум непонимание, а максимум, ну, по нам как больницы плачут, да, когда мы говорим, буквально переводим такие вещи. Но мы-то знаем, о чем здесь идет речь, потому что всем этим идиомам предшествует все-таки какая-то история, которая так или иначе в нашем культурно-мировоззренческом таком фоне присутствует постоянно. Да? Такая долгая достаточно подводка, может быть, к тому, о чем мы сегодня будем говорить. И тем не менее, вот смотрите, еще раз возвращаясь к основной теме, к тому, что Дао Дэ Цзин — это про то, кто ты есть. Он буквально задает такой вот фактически вопрос, когда мы читаем, даже в классических переводах, когда вы читаете там, например, перевод Ян Хиншуна классический, на который я, кстати, сегодня буду опираться, как на наиболее известный, не самый удачный, но наиболее известный. Переводы Маслова, Малявина, они все равно очень близки буквально к этому переводу, поэтому, ну, очевидно, значит, мы так или иначе затрагиваем еще этих двух переводчиков, этих двух авторов. Вот, но, значит, когда мы читаем даже вот в таких переводах, да, мы все равно начинаем так или иначе отвечать себе на этот вопрос. Вот кто ты есть, или как найти свое место в жизни, да, и в своей или ты тарелке, например, находишься и так далее. Есть ряд людей, которые, прочитывая Дао Дэ Цзин вот в этих переводах, таких известных достаточно, сразу задают себе вопрос, а действительно я это я, вот та реализация меня, которая вот сейчас присутствует, она действительно является венцом моих достижений, или все-таки я мог бы добиваться чего-то другого, и я мог бы быть на другом каком-то месте, например, да, вот возникают такие вопросы обязательно. Есть люди, которые даже, ну, сильно, не сильно, но меняют свою жизнь, даже прочитав, казалось бы, всего лишь только Дао Дэ Цзин. Да? Уже меняется мировоззрение, впоследствии может меняться жизнь даже целиком и так далее, несмотря на то, что, как уже было сказано, эти переводы не слишком хороши. И вот мы уже с вами, на самом деле, обращаясь к теме Дао, к теме Дао Дэ Цзин, неоднократно, и у нас есть переводы Дао Дэ Цзин на этом канале. Значит, обратитесь вот к книгам, там вот внизу в описании есть ссылочка на книги нашего канала. Среди прочего вы можете найти в том числе и переводы Дао Дэ Цзин, которые делались здесь. Но в любом случае я предлагаю, как я уже говорил, обратиться к классическим переводам. Ну, в частности, вот сегодня я буду опираться на перевод Ян Хиншуна, несмотря на то, что он неудачный, еще раз, он наиболее известный, и несмотря на вот такую вот неудачность этого перевода, все равно можно более или менее оперировать теми сведениями, которые до нас как-то доносятся, да, благодаря этому переводу. И мы с вами рассматривали уже не раз, собственно, каким образом Дао Дэ Цзин приложим к боевым искусствам, как он приложим к жизни вообще, какие там есть достаточно мудрые, глубокие вещи. Да? Несмотря на то, что существует даже ряд авторов, которые утверждают, что Дао Дэ Цзин — это такая случайная, нелогичная совершенно вещь, что там когда-то были перепутаны между собой части джанов там и так далее. Ну, ребят, я вот этого не вижу. И когда я обращаюсь к Дао Дэ Цзин, и когда делал переводы какие-то, да, я всячески пытался показать, что там нет нарушений логики, там все понятно, все стройно и все последовательно, что очень важно для нас. И нет случайных фраз. Вот, в частности,
Почему мы сегодня обращаемся к 39-му джану, среди прочего? Это потому что один из подписчиков нашего канала мне написал, что вот несколько раз я уже произносил одну из идиом буквально из этого джана, но целиком джан я так и не перевел. Да? Я еще раз напомню, идиома касалась такой странной фразы, как «если разобрать колесницу, от нее ничего не останется». Вот такая банальная. То есть здесь вот как будто Лао-цзы включает капитана очевидности, нам сообщает, в общем, сведения, в которых мы не сильно нуждаемся. Но вот на самом деле все далеко не так. Да? Помните вот это вот расширение этой всей истории, я его повторять не буду, мы к этой теме обращались несколько раньше, но идея заключается в том, что если некое явление, существо, какой-то объект разобрать на отдельные части, то отдельные части этой вещи не будут самой вещью. Да? Вполне логично, я думаю, и тем не менее эта идея часто ускользает из нашего сознания. Ну, в частности, когда вот мы говорим о боевых искусствах, нередко какие-то неофиты, например, на этом пути, значит, в какой-то момент тешат себя мыслью, что в боевом искусстве, например, может быть одна-две фишки, одна-две коронки какие-то, да, и вот оно, собственно, и боевое искусство, да. Таким образом, люди как бы берут нечто целостное, разбирают его на частички, выбирают из этих частичек крохотулечки, буквально песчинки, и вот эти песчинки они называют целой долиной, например, да. Но это далеко не верно. И опять, когда мы разбираем боевое искусство на составные части, на технические элементы, то каждый из этих технических элементов не является боевым искусством. И в этом смысле вполне естественно, если мы являемся бойцами, у нас не будет 2-3 коронок, так называемых. Да? Этим мы отличаемся от спортсменов. Там достаточно 2 притопов, 3 прихлопов для того, чтобы вот в этих узких рамках запретов, правил, еще чего-то такое, себя, в общем, проявить так или иначе. Да? Вот. В реальной жизни это не работает, в реальной жизни все по-другому, и боевое искусство вот тем отличается от спорта, что здесь недостаточно 1, 2, 3 фишек, да? Это в комплексе надо все проходить, все это в комплексе надо осваивать, да? И у нас нет такой темы отдельно, как нейгон, например, или цигун, как сейчас говорят. У нас нет такой темы отдельной, как атакующие действия, вот прям отдельная тема и все. У нас все сопряжено вместе, да, мы уже говорили с вами, шаги, атакующие, защитные действия, входы, тактические, стратегические решения, работа лежа, работа против нескольких противников, работа с противниками вооруженными, там еще что-то, еще что-то, еще. У нас много очень разделов, которые мы проходим все в обязательном порядке. И нет у нас такого, что один из разделов в боевом искусстве важнее, чем какой-то другой. Такого нет. Ну, есть менее, может быть, важные какие-то разделы и более важные разделы. Да? Ну, например, я не раз уже говорил, что атакующие действия – это то, с чего вы начинаете в любом боевом искусстве. И те, кто задерживается на этом уровне, так и остаются на всю жизнь на уровне новичков. Да? То есть для боевого искусства атака – это самое простое, самое элементарное, что может вообще с вами случиться, как говорится, да? Что вы можете освоить. И для того, чтобы атака ваша, например, была эффективной, недостаточно овладеть такого рода атакующими действиями. Да? Потому что если ваша атака не проходит сквозь защиту противника, если во время вашей атаки вам же влетает, если вы не можете даже выполнить атаку, потому что вас в это время атакуют, понятно, что все ваши действия сводятся к нулю, и они совершенно бесполезными являются, невинной такой забавой, как, например, там в спорте это происходит. Да? Для нас очень важным правилом является, вот если ты защищен, то ты всегда сможешь проатаковать противника, да? Если не защищен, противник всегда сможет проатаковать тебя. Да? Но это один из принципов, как бы условно. Ну и так далее. И в этом смысле, да, мы осваиваем боевое искусство в комплексе. И возвращаясь сейчас к теме 39-го джана, значит, Дао Дэ Цзин – это тоже комплексный взгляд на вещи. Фактически, почему мы считаем, что Дао Дэ Цзин – это такое ось, на котором вертится колесо Дао, там, условно говоря. Это, кстати, далеко не так. На самом деле, наиболее такой, как бы сказать, основательный, что ли, наиболее
жизнеобразующей, что ли, книгой скорее является Идзин, вообще-то для хорошего понимания даосизма. Но Идзин или книгу перемен так просто освоить тоже невозможно. Она вся вообще состоит из идиом, из не очень простых понятий. Каждое из этих понятий расширяется целыми, я не знаю, целыми томами, вообще-то говоря, да. И для того, чтобы Идзин читать и понимать вообще его, использовать не для гадания, не для каких-то философствований бессмысленных, а для того, чтобы понимать, что именно заложено в Идзин, да, ну, нужно обладать достаточно обширным багажом знаний в каких-то смежных областях. Да. Вот. В этом смысле трактат Лао Цзэ, трактат Дао Дэ Цзин, он куда проще, хотя, еще раз, это непростая тема. Не такая простая, как там почитать, я не знаю, там, современных авторов, например, каких-то, даже философских каких-то. Даже вот Ницше, если мы будем читать, к которому мы обращались еще недавно, это очень просто, это по-своему примитивно по отношению, там, например, ну, в сравнении с Дао Дэ Цзин. Хотя и Дао Дэ Цзин более компактен, казалось бы, достаточно прост. Так вот, обращаясь снова к 39-му джану, который я считаю ключевым в Дао Дэ Цзине, мы обращаем внимание, что, во-первых, он стоит в самом центре Дао Дэ Цзина. С моей точки зрения, это может быть случайностью, это не имеет значения, насколько это случайно или не случайно, но, по крайней мере, это несколько символично, знаково, да, что вот именно этот джан помещен в самый центр Дао Дэ Цзина. И когда мы к нему обращаемся, мы не видим того, о чем я сказал. Там мы в переводах в классических мы не находим вот этого вопроса, кто ты есть, зачем ты здесь, как тебе жить. Да? Почему? Потому что, вообще-то говоря, этот джан выглядит очень странным образом. Первая часть этого джана, вот почему считают нередко люди поверхностные, с моей точки зрения, считают, что Дао Дэ Цзин и каждый его джан это такая перемешанные какие-то мысли непонятные, там, я говорю, под грибами, видимо, сгенерированные. Да? Но вот на самом деле полагаю, что это не так. И вот в 39-м джане мы действительно видим, что он делится как бы на три части. Первая часть, в тех переводах, о которых я говорил, первая часть представляет собой натурфилософские какие-то поверхностные исследования, некие наблюдение за природой, я бы даже сказал. Знаете, вот первая часть этого джана, это вот журнал наблюдений за природой. Причем очень странные выводы делаются из этих наблюдений. Я зачитаю несколько позже это все. Вторая часть этого джана это социологические наблюдения. И тоже очень странные, с какими-то, ну, казалось бы, логичными выводами, но при чем они здесь? И, наконец, последняя часть, состоящая буквально из одной фразы, это вообще что-то из минералогии. Очень странный такой, вот казалось бы, джан, и тем не менее настаиваю на том, что он является ключевым для понимания Дао Дэ Цзина и, если хотите, жизни вообще. По крайней мере, жизни по Лао Цзэ. Ну вот давайте я зачитаю тогда, как это выглядит, например, в переводе Анхин-Шуна, да, и вы сами сможете попытаться сделать вывод о том, что именно здесь подразумевается. Кстати, давайте я вот сейчас это действительно зачитаю, а вы, если хотите, вот в комментариях или сейчас в чате, значит, можете написать, что вы думаете по поводу того или иного отрывка. Да? Вы можете прям тормознуть, нажать на паузу в этом стриме, написать это сначала, да, потом снова запустить стрим и посмотреть, что на эту тему напишут другие, в том числе. Ну вот, если хотите, пройдите такой эксперимент. Если нет, то нет. Окей, можете для себя на бумажке написать, что вы думаете по этому поводу. И вот совпадет это с результатом или нет. Скорее всего, кстати, не совпадет, я думаю. Так вот, значит, первая часть этого джана, да, вот прямо мы сейчас разобьем на три части. Звучит он так. Вот те, которые с древних времен находятся в единстве. Благодаря единству небо стало чистым, земля незыблемой, дух чутким, долина цветущей, и начали рождаться все существа. Благодаря единству, это уже сейчас вот, это вот мы первую часть прочли, это вот натурфилософия такая, да? Значит, сейчас вторая часть уже идет. Благодаря единству знать и государи становятся образцом в мире. Вот что создает единство.
Вот такая вторая часть. И сейчас мы снова вернемся к натурфилософии, а потом снова к социальным исследованиям. Да? Значит, если небо не чисто, оно разрушается. Очень странная, да, фраза. Если земля зыбка, она раскалывается. Если дух не чуток, он исчезает. Если долины не цветут, они превращаются в пустыню. Если вещи не рождаются, они исчезают. Если знать и государи не являются примером благородства, они будут свергнуты. Незнатные являются основой для знатных, а низкое – основанием для высокого. Поэтому знать и государи, которые сами себя возвышают, прочного положения не имеют. Это происходит от того, что они не рассматривают незнатных как свою опору. Это ложный путь. Если разобрать колесницу, от нее ничего не останется. Нельзя быть драгоценным, как яшма, а нужно стать простым, как камень. Вот удивительный Джан. Я хорошо понимаю, что некоторые прочитывают его по диагонали, некоторые читают как некий белый стих, не в состоянии понять, о чем реально говорится в этом джане. Ребята, это действительно сложно, это не ваша беда, если вы не можете осознать того, что здесь говорится, это беда перевода и понимания переводчика, насколько переводчик владеет материалом, например, да. Здесь, да, действительно есть такая проблема большая. Ну и как вот я уже говорил, надеюсь, вы убедились, что часть этого джана – это журнал наблюдения за природой, причем с очень странными выводами. Вторая часть – это такой социальный эксперимент, наблюдение за расслоением общества и тоже очень странные, ну, казалось бы, логичные, но не слишком работающие выводы, да. И, наконец, мы приходим вот снова, если разобрать колесницу, от нее ничего не останется, нельзя быть драгоценным, как яшма, нужно стать простым, как камень. Тут вообще буквально минералогия какая-то, и вот это вот про колесницу, то, что мы с вами уже обсуждали. Ну вот, ребят, сейчас вот мы постепенно и подходим к тому, что вообще собой представляет этот джан. Почему здесь несколько раз повторяется слово «единство», к чему оно здесь, и каким образом вот эти вот странные идеи, совершенно разрозненные, кажется. Вот они разрозненными становятся, ребят, благодаря такому переводу. И вот как эти разрозненные идеи, все-таки чем они здесь объединены? Какой мыслью основной? А мысль вообще-то достаточно глубокая, непростая, и это не такое неповерхностное наблюдение за жизнью общества, неповерхностное совершенно наблюдение за тем, что происходит в природе, для того, чтобы судить о природе, судить о небе и земле, например, как здесь написано, выглядывая из окошка. Недостаточно выглянуть из окошка и увидеть, что почему-то, если небо не чисто, то оно раскалывается. Да? Вот это вот, например, этого вы не увидите. Да? По поводу духа или духов, которые должны быть чуткие, например. Но это вообще не выглядывая из окошка, вы этого тоже не увидите. Это очень странное наблюдение там, и так далее. Но давайте будем последовательны и давайте подумаем о том, о чем реально здесь говорится. Речь, вообще-то говоря, идет о том, о чем мы с вами не раз уже говорили. О том, что природа любит разнообразие. Это очень важный момент, и вот у нас недавно на втором нашем канале, ссылочка внизу на этот канал, на второй наш, там выходило видео, как раз посвященное отчасти представлению о том, почему так происходит, почему такое разнообразие в этой жизни нас ждет. Несмотря на то, что мы стремимся к однообразию, любое существо в этом мире стремится к некоему однообразию алгоритмичности, к упрощению своей жизни. Несмотря на то, что любая система, ну вот в физике, например, да, есть представление о том, что любая система стремится к своей неподвижности, да, и любой подвижный объект старается занять наиболее неподвижное положение в пространстве, да, в итоге. Несмотря на это, мы видим, что есть некая другая движущая сила в этом мире, которая постоянно выводит из вот этого, казалось бы, редкого состояния равновесия, выводит всю систему постоянно. Да? И, кстати говоря, что интересно, в другом джане Лао Цзы пишет о том, что задача человека, ну, типичного человека, и задача Дао – это разные вообще задачи, да? Что они взаимопротивоположны.
потому что, ну, с его точки зрения, дао восполняет недостатки и забирает избытки, а человек пытается наоборот действовать, да, нагрести себе избыток, собрать некий избыток и утратить всякий недостаток, да. Вернее, и создать очередные недостатки, вернее, вот так вот даже точнее сказать, да. И в этом смысле Лао Цзы показывает, что устремления человека далеко, во-первых, не естественны. Если уж мы будем говорить о Дао как о естественном законе, о некоем законе, который положен в основу всего мироздания, да, то, что Лао Цзы именно так это рассматривает. Так вот, получается, что Дао, значит, каким-то образом создавая и возобновляя этот мир, создает и всех в этом мире, все существа в этом мире и объекты в этом мире, которые, как ни странно, действуют в противоположность целям Дао. Да? Вот так вот выходит. Да? И это, ребят, как раз поверхностный взгляд на вещи. Это такой взгляд, который не позволяет нам до конца осознать, что на самом деле имеет в виду старик Лао Цзы, когда нам делает какие-то сообщения через Дао Дэ Цзин. Вообще говоря, строго говоря, Лао Цзы рассматривает, как и вообще китайское мировоззрение, в принципе, предполагает, что нынешнее состояние бытия далеко не совершенное, не потому что... как бы это сказать, не потому, что так было задумано. С этой точки зрения существовало идеальное положение мироздания, потом было произведено некое разрушение этого мироздания, и на сегодня все существа живут одновременно в двух направлениях. Это очень странно себе представить, но тем не менее, если вы обратитесь к системе Багуа, известных, да, 8 триграмм таких, я сейчас не буду их показывать, вы легко найдете в интернете, вы увидите, что вообще-то систем Багуа существует две. Одна называется прежде небесной, а другая после небесной. Да? Прежде небесная – это идеальное состояние бытия, а после небесное – это такое хаотичное и деструктивное. Вот если первое было конструктивным состоянием бытия, то это вот деструктивным. И одновременно сейчас в мире как бы действуют обе системы. Конструктивно-деструктивным является наш мир, и за все надо платить, и мы не можем развиваться бесконечно вперед, потому что за это нам придется платить такой бесконечностью, что мы не в состоянии, собственно, отдать эти долги. Да? И что бы мы ни делали, все время мы встречаем какие-то препятствия. И чем на большие какие-то достижения мы покушаемся, тем с большими проблемами сталкиваемся. Да? Вот фактически сейчас вот такая история происходит. И в этом смысле Лао Цзы, когда он пишет о том, что цели Дао и цели человека взаимно противоположны, он имеет в виду обычного человека, который не слишком соотносит свои жизни с Дао, и общество, которое не слишком соотносит свое существование с Дао, он говорит о деструктивном положении вообще в этом мире, о деструктивном вот этом вот сочетании вот этих вот первоначальных триграмм, там, если хотите, да, после небесное бытие, да, которое вот я упоминал. И это не означает, что так оно и должно быть, это не означает, что так оно и будет всегда и так далее. И Лао Цзы как раз постоянно предлагает решение для этого. Да? Ну, в частности, когда он пишет о том, когда употребляет, например, такой термин, как следование Дао, а это буквально, вот натурально это вот так и переводится. В этом смысле здесь нет оснований для сомнений каких-то, здесь нельзя перевести как-то хуже, чем то, что написано. И вот как раз следование Дао, с его точки зрения, это и есть следование конструктивному какому-то развитию бытия. Что с его точки зрения, с точки зрения Лао Цзы, и есть следование Дао, и, собственно, Дао вот так вот, таким путем именно конструктивным идет и так далее. А вот разрушенное бытие, вот это вот бытие разлагающееся, деструктивное, да, это другая история, это шлейф некоего вселенского разрушения, который имеет последствия и перед человеком, и перед любым существом, с точки зрения Лао Цзы, есть выбор.
следовать вот этому деструктивному положению или конструктивному, да? Ну, условно говоря, это то, что мы наблюдаем постоянно в мире. Можно договариваться, а можно воевать. Можно сотрудничать, а можно претендовать на чужое, например. Да? Можно развязывать войну ни с того, ни с сего, под любой, даже неблаговидной причиной. Да? А можно на самом деле решать какие-то вопросы к взаимной выгоде и взаимной радости и удовольствию, если хотите. Да? И вот такой выбор, он действительно стоит постоянно перед любым человеком, перед человечеством вообще. И что интересно, у Лао Цзы в других, например, джанах, там есть у него упоминание о том, что в сущности каждый человек, ну если мы говорим о людях конкретно, он все равно реализуется в тех или иных обстоятельствах и реализует то, что для этого человека наиболее является существенным в его природе. И вот это вот его существенное в нас с вами, оно может довольно долго дремать, оно может не проявлять себя достаточно долгое время, да, потому что обстоятельства для этого, ну, как бы еще не сформированы, да. Это похоже на то, как, ну, например, вы посадили там луковицы тюльпанов, я не знаю, например, в клумбу в какой-то, вот, и какое-то время тюльпанов-то вы не видите. Но проходит вот это время, да, какие-то всходы возникают, наконец цветы вот эти вот возникают там, и так далее, и так далее. То есть вот существует какой-то момент, когда что-то не работает еще или не работает вообще. Ну, например, если говорить о тех же тюльпанах, если их посадить в засушливых каких-то областях, там где-нибудь в Африке, например, в пустыне Сахаре, понятно, что ждать там ничего не придется хорошего, да. Или если посадить на крайнем севере, тоже вряд ли мы дождемся каких-то красивых цветов от тюльпанов, да, например. Это говорит о том, что обстоятельства не сложились для того, чтобы была реализована сущностная задача некоего там, некой вещи или некоего субъекта, например, и так далее. То есть в данном случае об этом постоянно тоже говорит Лао Цзы. И тем не менее, когда он говорит о неких благоприятных условиях, когда вот все благоприятно для того, чтобы проявились какие-то задатки, которые, кстати говоря, в трактате называются Дэ. И Дэ является некой эманацией Дао. Дао как бы дает некие свойства, характерные каждому существу, каждому объекту и субъекту в этом мире. И эти существенные характерные особенности проявляются в той или иной мере в зависимости и от ситуации, и от выбора самого вот этого субъекта. Например, когда мы говорим о человеке, то от выбора человека. Да? Это сильно зависит. И когда Лао Цзы, например, пишет, что в определенное время появляются воры и разбойники, в определенное время появляются сильные воины там, и так далее, речь идет не о том, что, ну, как-то, знаете, вот мистическим образом требуются воины, и вот они, хопа, или там в какой-то момент нужны там хорошие инженеры, и они сами по себе прямо из земли вырастают, да, или, например, ну вот, понимаете, это не вопрос конъюнктуры рынка. Это не вопрос, в том числе, сакральных и мистических каких-то моментов, а это скорее вопрос того, могут ли в такой ситуации проклюнуться и созреть некие характерные свойства отдельных существ, которые несут в себе эти свойства. Васин пишет: Минасан конничева, Станислав-сан, рад вас снова увидеть. И я вас рад видеть, Васин, замечательно, что вы здесь. И, значит, в сущности, речь идет о том, что в этом мире существует большое количество разных людей. Если мы говорим о мире людей, если мы говорим о социуме, да, мы сейчас будем вот так достаточно узко рассуждать именно о людях, вот, то мы как раз наблюдаем, что люди-то все разные. И когда всех загоняют под одну гребенку, когда всех заставляют ходить строем, это разрушительно для общества. Ну, то есть понятно, да, что человек, который мог себя реализовать как хороший инженер, если его вынуждают не этим заниматься совершенно, а
писать нелепые статейки и фильетоны в газету, да, понятно, что и газета будет паршивая, и статейки будут паршивые, и лучше гораздо, если бы этот человек себя реализовал как инженер, например. Да. И если вы боец, наверное, лучше для вас и для жизни вообще, для мира вообще, вам реализоваться как бойцу, а не как человеку, который там, например, в офисе сидит там, да, и что-то такое делает, скажем, ну и так далее. То есть именно такая история. Поэтому и Лао Цзы говорит, что вот в определенное время, да, когда есть необходимость, вот почему-то реализуются какие-то свойства отдельных людей, которые в них дремали. И это лишний раз говорит о том, что на самом деле, несмотря на такое разнообразие характеров, разнообразие людей, разнообразие судеб, не каждый из нас может найти себя в этом мире. Потому что если есть условия для того, чтобы мы могли реализоваться, вот конкретно мы или конкретная какая-то группа людей могла себя реализовать, да, то они, конечно, реализуют себя. Но в ситуации, когда таких условий нет, найти эти условия для себя и реализовать себя в том ключе, который у вас заложен, вот это вот сложная достаточно задача, которую перед нами, собственно, и ставит этот трактат, перед нами ставит Лао Цзы. И, в частности, вот возвращаясь снова к 39-му джану, о котором мы сегодня говорим, и который в переводе Янхен Шуна я вот сейчас прочел, и он выглядит достаточно странно, нелепо, и я бы даже сказал абсурдно, честно говоря, да. Но на самом деле речь здесь идет именно о разнице. Именно о разнице потенциалов таких. Вот в этой разнице потенциалов и реализуется бытие. Да? Почему все такое разное? Почему природа любит разнообразие? Почему Дао, с точки зрения Лао Цзы, тоже стремится к тому, чтобы было все разнообразно достаточно. Когда вот Лао Цзы, например, говорит, что для того, чтобы всходили злаки, не требуется указание императора, да? И что народ сам знает, когда сеять, когда сажать, и народ сам знает, как выявить из своей среды там негодяев и разбойников, например, да, он говорит о том, что этот мир не устроен так, чтобы все ходили строем, чтобы все выполняли приказы, какие-нибудь идиотичные приказы человека, который вообще далек от тех проблем, которые как бы пытается решать, да, и в них не разбирается. И с этой точки зрения, мы уже говорили, Лао Цзы вообще считал, что роль императора это сакральная роль, это роль такая, которую сейчас как раз выполняет, ну, например, японский император. Это роль, которую сейчас выполняет там английская королева, если хотите, да, ну и так далее, и так далее. Это некая сакральная роль такая символическая достаточно, роль такого посредника между землей и небом, да, если хотите. И вообще он рассматривал императора как первосвященника просто скорее, да, человека, который должен выполнять некую ритуальную роль, совершать некоторые культовые даже какие-то действия, да, для того, чтобы жизнь в стране была хорошей. И Лао Цзы считал, что император не должен вмешиваться в жизнь народа, тогда народ сам все разберет. И будет прекрасно жить, и государство будет только богатеть. Да? Вот с точки зрения Лао Цзы именно так это все было. И с точки зрения Лао Цзы надо было прекратить все войны, все конфликты и все остальное, да, и дать возможность жить людям так, чтобы они даже из какой-нибудь деревни не уезжали. Вот если помните окончание Дао Дэ Цзин, там написано, что жизнь должна быть такой, чтобы люди даже не знали, что в соседнем селе находится, чтобы они могли слышать лай собак из соседнего села и крик петухов, но при этом даже не пытались туда поехать, потому что жизнь здесь прекрасна. Да? Вот это вообще такая пастораль Лао Цзы, это такой идеальный мир для Лао Цзы. Вот. И в сущности вот к этому он постепенно ведет, к тому, что счастье человека, счастье общества заключается в том, чтобы все оставалось непохожим, чтобы эту непохожесть и индивидуальность каждый мог развить до предела, и от этого выиграет все общество. Во-первых, от этого выиграет индивидуум, во-вторых, от этого выиграет все общество и мироздание в целом. Вот это вот очень важный момент, это важная такая идея Лао Цзы. И, значит, снова возвращаясь к 39-му джану, когда он пишет о небе и земле, когда он пишет о знати и народе, например, да,
то в первую очередь он пишет как раз о том, к чему мы обращаемся уже в конце этого джана. Вот это вот, если разобрать колесницу, от нее ничего не останется. Я уже говорил, что это представление о том, как вы, например, разбираете автомобиль на отдельные части, да, и ни одну из этих частей вы не можете назвать автомобилем. Даже все части, но разобранные, все части автомобиля вы все равно не можете назвать автомобилем, пока не придет знающий человек и в определенном порядке не соберет эти части в автомобиль. Вот только тогда все то же самое. Смотрите, все те же самые какие-то объекты, собранные вместе, да, мы можем назвать уже конкретной вещью. И в этом смысле вот этот вот Джан 39, он об этом же говорит. Почему здесь все время звучит вот это вот слово «единство», ну, в переводе Ян Хеншуна? Потому что только в собранном состоянии эта система работает. В разобранном, когда существует что-то, что отделяет одно от другого, в ситуации, когда что-то начинает смешиваться, перестает быть индивидуальным и правильным, перестает реализовывать себя верно, да, в такой ситуации нарушается этот баланс и разрушается бытие как конструктивная какая-то, как конструктивный механизм, если хотите, да, и превращается именно в деструктивный, да. Не зря я в этом стриме уже упомянул о прежде небесном и после небесном состоянии бытия, которым тоже здесь оперирует Лао Цзы в своем трактате Дао Дэ Цзин. Вот. И как раз вот когда мы читаем 39-й вот этот джан, мы как раз и видим рассуждение о том, что конструктивно и что деструктивно. Вот он пишет о том, что если небо не проявляет себя в своем сущностном в каком-то ключе, в том «д», которое свойственно небу благодаря Дао, да, если небо не очищается, не становится достаточно разряженным, да, то оно смешивается, ну, условно, мы бы могли сказать, начинает, представьте себе, например, бурю песчаную, да, когда небо уже явно не столь разряженным является с нашей точки зрения, каким должно быть, да, и оно утрачивает свою основную функцию именно вот этой разряженности, свободы и возможностей, которые сообщает, собственно, небо, да. И чем больше ветер, бурю или еще что-то мы поднимем, да, тем больше небо и земля будут перемешиваться, да. Это как в стакане, например, мы можем некую взвесь создать, там, например, какую-то, да, а потом взять и размешать это в стакане, и у нас окажется, что значит, вот этот вот осадок перемешается с чистой водой, да, и все это превратится в грязную муть. Так вот, с точки зрения Лао Цзы, очень важный момент, когда эта муть оседает все-таки, да, и когда земля проявляет себя так, как она должна проявить, небо проявляет себя так, как должна проявить, да, но с точки зрения Лао Цзы земля должна быть плотной, небо должно быть, наоборот, разряженным. И когда вот такое проявление именно мы наблюдаем, то это и есть конструктивная возможность для других существ уже существовать дальше, да, в том виде, по крайней мере, в котором мы себе представляем. А вот перемешивание, хаос неба и земли, да, это нечто, с точки зрения Лао Цзы, что является деструктивным для бытия и то, что, собственно, уничтожает бытие как таковое. Да? И это, еще раз, это не натурфилософские какие-то размышления, это не просто наблюдение, не журнал наблюдения за природой, а это именно здесь, когда мы говорим о небе и земле, мы говорим не только о том, что о наблюдаемом небе и земле, но и в том числе о умозрительном небе и земле. Да? Потому что с точки зрения Лао Цзы, например, если мы обратимся опять к концепции Багуа, мы увидим там два взаимно противоположных символа. Один так и называется небо, другой так и называется земля, там, например. Вот. И они противоположны полностью по смыслу. И одно является янским, легким и мужским даже, другое является женским, тяжелым, таким, несмотря на то, что... Ну и низким, как бы, да, занимающим низкое положение, что ли. Вот такая вот история. Вот такая вот противоположность существует, и именно вот на разнице этих полюсов, на этой разнице рождаются и другие триграммы, которые у нас уже символизируют практически развитие бытия, да, если хотите.
и его разный функционал. И вот дальше, следуя, значит, логике этого Джана 39, если продолжать эту тему, мы дальше видим, что Лао Цзэ размышляет о разумном в этом мире, понятие духов, там мы сейчас не будем это раскатывать эту тему, но это важное понятие в восточном менталитете, оно обязательно присутствует, вот эта вот разумность окружающего мира, так или иначе, которая у нас появляется в виде вот этого символизма, того символизма, который называется дух, там, например, или в Японии это ками. Кстати, что интересно, кто знает, ками первоначально в Японии это вообще господин, да? Не дух, не бог, а вообще господин, буквально, или Господь, если хотите. И что интересно, к разряду ками относятся и люди тоже, да, об этом надо помнить. То есть в этом смысле, значит, с точки зрения, там, например, японского синто, люди и боги, они, или люди и духи, если хотите, они делят эту землю между собой. Таким образом, окружающий нас мир с точки зрения, например, синто, достаточно разумен. Это не случайные хаотичные проявления, а это достаточно разумные и логичные проявления живого, даже среди, казалось бы, неживых объектов. Да, вот это вот важный момент, поэтому я сейчас вот тоже обращаюсь к этому, потому что Лао Цзэ об этом пишет, он буквально пишет его, ну, использует вот этот вот, использует этот термин дух или духи, если хотите, да, вот. Также точно он обращается здесь к тому, что вот долины, например, должны цвести, если они не цветут, они превращаются в пустыню. То есть, если некий объект опять не проявляет свои сущностные свойства, если не может их проявить или не хочет их проявить, да, как мы уже говорили, это зависит и от обстановки, условно говоря, от ситуации, и от произвольного желания того объекта или того субъекта, о котором мы говорим. И вот если долина, условно говоря, изменяет сама себе, перестает цвести, она превращается в собственную противоположность, она превращается в пустыню, например, да, об этом Лао Цзэ пишет. И это просто пример. Это не значит, что он, еще раз, это не журнал наблюдений за природой, это просто некий пример, который он приводит для того, чтобы обосновать вот эти теоретические свои размышления какие-то. Да? Также он, когда он говорит о существах, он говорит о том, что необходимо возобновление, рождение и перерождение этих существ, иначе жизнь на Земле останавливается тоже. Да? То есть одной из существенных особенностей любого живого объекта он считает возможность такой самовозобновления, что ли, да, вот такого вот рождения, перерождения, если хотите. Вообще это в трактате обозначается простым достаточно иероглифом шем. И шем это в принципе все, что дает жизнь. Да? Вот те, кто читал книги нашего канала, в одной из книг, например, одной из последних книг, которые были написаны, там есть размышления о шанце и шаце. Это два противоположных ци. Да? Вот когда у нас говорят там про цигун, например, и говорят вот цигун, там ци какой-то, еще что-то, да, упускают совершенно важный момент. С точки зрения восточной философии ци не однородна и неоднозначно. Существует понятие шаца и шанца. Шанца – это ци, которая рождает, дублирует себя, который проявляет как наполнение силой, проявляет себя и так далее, и так далее. А убивающая ци, шаца – это такое ци, которое, ну, буквально уничтожает, выкачивает соки все там и так далее, и так далее. Кстати, что интересно, подобные вещи мы можем наблюдать, например, в архитектуре. Те, кто более-менее чуток, вот есть люди не чуткие к архитектуре, есть чуткие к архитектуре, да, и к окружающему миру, там, к окружающим объектам, да. И вот более чуткие люди иногда, знаете, вот попадают в какую-то местность и говорят: о, что-то здесь как-то не очень.
а в другую местность попадают, и им так хорошо достаточно, там по-своему весело, конструктивно и так далее, и так далее. Менее чувствительные люди, они не отдают себе отчета в этих местах, что с ними происходит, но с ними все равно происходит то же самое. Просто они не доводят это до своего сознания, да. Что интересно, да, это вот буквально так работает, например, в таком искусстве, как фэн-шуй, например, ну и в других каких-то вещах. Ребят, все наверняка обращали внимание, вот вы поселяетесь в одной квартире, и там вообще офигенно и хорошо, не потому, что там солнышко в окошко светит, а вот как-то все хорошо. В другом месте вы поселяетесь, и там как-то все плохо и разрушающе, и давяще, и это постепенно приводит даже к болезням каким-то. А есть места достаточно нейтральные, где, ну, ни за, ни против, ни то, ни сё, да. Вот такая вот история. Это я все к чему веду? К тому, что существуют разные проявления, например, вот этой вот Ци, если уж мы к ней обратились. Вот. И для Лао Цзы это тоже важные достаточно моменты, о которых он говорит так или иначе. Он говорит о том, что вот это вот проявление индивидуальности, проявление возможностей, да, оно зависит от окружения и зависит от личного выбора того субъекта, о котором, например, в какой-то момент мы с вами говорим. И каждый из нас может не проявлять себя, не проявлять свои сущностные качества, а может проявить их. И это можно делать сознательно, можно еще как-то, иногда неосознанно. И это сильно зависит и от обстоятельств. И именно поэтому Лао Цзы как раз говорит о том, что надо находить обстоятельства для того, чтобы была возможность проявить все свои качества. Да? Это вот как в примере, например, с тюльпанами, приведенном мною раньше, да, что тюльпаны растут в определенной полосе. Нельзя их сажать в пустыне, нельзя их сажать на крайнем севере. Да? Для них существует, вот, например, какая-то, ну, какие-то климатические особенности. Так же, как для ананасов, я не знаю, Бог его знает, и для берез, например, если хотите. Вот. В этом смысле каждый из нас также точно себя может проявлять и не проявлять. И поэтому с точки зрения Лао Цзы надо находить такие особенности этого бытия, в которых вы можете проявить себя. И проявить себя именно в ключе сущностных ваших качеств, того, что еще раз в трактате названо «Д», и то, что позволяет вам следовать Дао, то есть развиваться конструктивно. Да? Вот это вот важный момент и важная мысль. И в 39-м джане именно об этом идет речь. Здесь речь идет о том, что происходит, когда какие-то явления себя проявляют конструктивно, и что происходит, если они откажутся по каким-то причинам от такого самопроявления, от проявления своих сущностных качеств. Когда он дальше там пишет, например, что там небо без своей разряженности там рискует прийти в негодность, там земля без плотности рискует стать вязкой, например, дух без проницательности рискует стать ничтожным, долина без цветения стать пустыней, существа без возобновления исчезнуть, например, да, то это как раз вот о том, что непроявление вот этих сущностных качеств приводит к тому, что все превращается в некий однообразный серый хаос. Все начинают идти одним строем и перестают быть разными. А когда бытие перестает быть разным, оно перестает вообще в принципе существовать. Потому что сакральная тайна этого бытия, вот как раз разница потенциалов. Тогда это начинает работать, тогда это начинает развиваться и к чему-то вести, да? Так или иначе. И дальше Лао Цзы, когда говорит о состоянии общества, когда он говорит о том, что знать, которая себя отделяет от плебса, например, да, если мы будем пользоваться там, например, западными какими-то выражениями, или там, если хотите, олигархат, когда себя отделяет от народа, например, да, и вот эта вот граница все увеличивается, социальное расслоение все увеличивается, да, что это разделение фактически становится деструктивным для системы в целом. Да? Эта система социальных взаимоотношений, она должна быть целостной. Значит, между слоями общества должна быть четкая связь с точки зрения Лао Цзы. И вот разделение, отделение одного от другого, значит, как это сказать, нищее, униженное и репрессивное состояние народа,
и в то же время полная свобода, неподзаконность олигархата, да, это то, что разрушает общество. Такое государство с точки зрения Лао Цзы перестает существовать достаточно быстро, оно само себя съедает. Ну, в общем-то, в истории мы именно такие моменты и наблюдаем. И Лао Цзы, в общем-то, достаточно прав оказывается. Вот. И как раз поэтому здесь и звучит тема единства и в то же время индивидуальности каждого явления. Когда по Лао Цзы, когда знать себя проявляет должным образом, и когда народ себя проявляет должным образом, когда народ занимается тем, что ему свойственно, и знать в это не вмешивается, и когда знать проявляет себя как некий пример порядочности, да, как некий пример лучшего устройства и оптимизации, если хотите, экономических взаимоотношений, то и народу от этого лучше, от этого выигрывает и знать, и народ, и разделение этого не возникает, и вот тогда это начинает работать как один механизм, конструктивно развивая собственное общество. Да? Вот об этом здесь пишет Лао Цзы. И когда дальше вот речь идет, например, вот эта вот фраза, например, такая: нельзя быть драгоценным, как яшма, а нужно стать простым, как камень, да? На самом деле тут речь идет о том, что яшма обретает свою ценность только в сравнении с простым камнем. Да? Понятно, что если бы, например, все горы и все камни и все булыжники, которые валяются у нас под ногами, если бы они все были яшмой, совершенно очевидно, мы не ценили бы яшму как что-то стоящее, правда? И наоборот. Поскольку нас окружают далеко не драгоценные камни, мы выделяем из общего состава минералов некую яшму, которая является, наверное, драгоценным, ну, по крайней мере, для Китая, для древнего, это драгоценный достаточно такой предмет, драгоценный камень. Вот о чем, собственно, пишет Лао Цзы. С этой точки зрения 39-й джан является наиболее ценным, одним из образующих, собственно, джанов Дао Дэ Цзина, в котором речь идет о том, что каждое существо и даже каждый объект в этом мире должен проявить себя максимально индивидуально, максимально возможно, выявив наиболее характерные сущностные свои качества, для которых, собственно, этот объект или субъект здесь существует. Вот это главная мысль Дао Дэ Цзина. И именно поэтому я и настаиваю на том, что Дао Дэ Цзин — это про то, кто ты, каково твое место, что ты хочешь от своей жизни и так далее. Да? То есть это джан самореализации. И еще раз, с моей точки зрения, знаково достаточно, что 39-й джан находится прямо в центре практически всего трактата Дао Дэ Цзин. Именно по этой причине, по той причине, что это такой осевой джан, который говорит о том, что надо реализовывать себя для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы пройти не напрасно этот жизненный путь, да, надо себя реализовывать. И именно эта реализация, самореализация, это разница всего, что существует в этом мире. Именно эта разница и создает конструктивный фон, на котором развивается мироздание. Вот это вот важный момент. О мироздании Лао Цзы постоянно говорит. Он постоянно говорит о том, что один человек, даже самый низкий, влияет на мироздание в целом. Он постоянно об этом говорит. Когда он говорит, там, у кого хватает D на себя, тот реализует D в себе. У кого хватает на семью, тот реализует в семье и так далее, и так далее. У кого хватает на Поднебесную, тот реализует ее в Поднебесной. Да? Он говорит постоянно о том, что каждый человек хорош в своем проявлении. У каждого есть свои характерные сущностные какие-то особенности, и проявляя их, человек влияет на мироздание вообще, и в этом смысле на нас, на всех, так или иначе, есть некая ответственность. Да? И как раз продолжая эту мысль Лао Цзы, мы приходим к выводу, что то состояние бытия, которое мы наблюдаем, то состояние окружающей нас среды, которое мы наблюдаем, отчасти продиктовано тем, что мы делаем в своей жизни. Да? И те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, то недовольство, которое мы испытываем в жизни, отчасти в этом виноваты мы сами. Не кто-то. А на нас в том числе есть некая ответственность того, что происходит вокруг.
Даже если война идет за 3-9 земель от нас, так или иначе мы все равно где-то повлияли на это и можем повлиять в дальнейшем на то, чтобы, например, эта война прекратилась, да, скажем. Вот о чем, собственно, говорит Лао Цзы. Он говорит о том, что проявление естественных свойств, естественных способностей, характерных сущностных качеств каких-то – это задача человека. И надо стараться найти возможность проявить эти качества. А для этого надо найти себя. Вот почему я и говорю, что трактат Дао Дэ Цзин – это про то, кто ты есть и как себя найти. Да? И именно это подсказывает Лао Цзы каждой своей фразой. Он говорит, что мы все в единстве. И каждый из нас может конструктивно и деструктивно влиять на это единство. Мы можем выступать как разрушители всего, вот это вот «все умрут, а я останусь», да? А можем выступать как конструкторы этого бытия, как те, кто, как инженеры этого бытия, если хотите, как те, кто влияет на это бытие в той или иной мере. Вот это вот важные моменты, как раз наиболее жизнеобразующие, мне кажется, и для человека, ну и вообще они вот именно так выглядят в Дао Дэ Цзине. Так что вот этот вот трактат 39-й, это действительно центровой, прям буквально, трактат, прошу прощения, этот джан в трактате, он является одним из самых центровых, и, как вы видите, он не разбит на какие-то отдельные части. Все части здесь логичны, они не случайны, тут нет случайных фраз. И еще раз, если прочесть это, ну, например, исходя из тех комментариев, которые я дал, да, даже взять и перевести немножечко по-другому, значит, вот этот вот эту часть трактата, 39-й джан, если перевести его не так, как Ян Хеншуна, но близко к Ян Хеншуну, да, ну, наверное, прозвучало бы это примерно так, что с древних времен единство разных позволяло проявиться их индивидуальности. Небо стало разреженным, земля плотной, духи проницательными, долины обрели цветение, существа свое рождение. Небо без своей разряженности рискует прийти в негодность, земля без плотности рискует стать вязкой, дух без проницательности рискует стать ничтожным, долина без цветения стать пустыней, существа без возобновления исчезнуть. Знать, утратившая порядочность, отталкивает от себя, простые люди – основания знати. Простые люди – основания знати. То, что вверху, всегда опирается на то, что внизу. Так, знать, отделяя себя от жизни народа, утрачивает опору, поскольку лишается поддержки простых людей. Если разобрать колесницу, ни ее части по отдельности, ни все вместе не будут колесницы, пока знающий человек не соберет их в определенном порядке. Яшма обретает свою ценность только в сравнении с простым камнем. Вот в чем смысл, собственно, и трактата всего, и вот этого конкретного джана, в том, что каждый из нас не только имеет право, но и некое, если хотите, даже обязательство проявления того, что в нас есть. При этом эти проявления могут быть конструктивными и деструктивными. И если мы проявляем себя деструктивно, если мы не создаем ничего в этом мире, если мы ничего не даем окружающим, а только уничтожаем, только отнимаем что-то, пытаемся претендовать на чужое, да, то мы выступаем как разрушители, и наш путь, во-первых, недолг, конечно, во-вторых, несчастен, буквально. Вот. В то время как конструктивное отношение к бытию, или то, что Лао Цзы называет следованием Дао, это нормальное, конструктивное как раз вот такое вот развитие, когда наши сущностные качества начинают проявлять себя более-менее в полной мере. И вообще очень важно с точки зрения Лао Цзы определиться, кем вы являетесь. Вот когда он говорит, например, о небе, земле, о существах, там, о духах, я не знаю, о долинах, там, о чем угодно, да, он говорит о том, что у каждого явления, у каждой вещи, если хотите, в этом бытии есть свои функциональные какие-то особенности, которые могут быть проявлены, могут быть не проявлены, могут быть проявлены таким образом, могут быть таким образом. И вот очень важно определиться, кто вы именно, в чем ваши сущностные качества. В этом смысле, знаете, мне вспоминается история, которую я уже рассказывал достаточно давно на одном из стримов, но я еще раз ее повторю, потому что для меня это очень знаковая история. Когда я учился в вузе, в моей группе, среди прочих ребят, достаточно вдумчивых, у нас было много вдумчивых ребят, которые хотели действительно не просто получить там диплом, какую-то книжечку, да, и там все ворота мира открыты для вас, а действительно стремились к знаниям очень многие, да, и хотели научиться чему-то. Это были ребята, которые были вдумчивы достаточно.
и прочее, прочее. Но среди нас был один парнишка, который на первый взгляд не умел учиться и не хотел. Ну, может быть, и хотел, но не умел. Человек, который, казалось бы, ниже нас был по своим стремлениям. Но, ребят, на самом деле он был выше всех нас. И я объясню почему. Он был обладателем уникальной силы, уникального таланта, если хотите. Он странным образом поступил в этот вуз. Ну, конкурс был непростой, поступить в вуз было непросто. И на вступительных экзаменах, на каких-то, где-то ему просто повезло. Он случайно и верно отвечал. Где-то он подключал к решению окружающих людей потихонечку. Люди ему, как ни странно, помогали, они отмахивались от него. Когда он учился, вот мы учились 5 лет, значит, когда были какие-то индивидуальные экзамены, когда индивидуально нужно было отвечать предмет, но понятно, что этому человеку было сложно это сделать, потому что, не обладая знаниями, ты не можешь индивидуально, общаясь с преподавателем, сдать, ну, ты не можешь проявить знания, которых у тебя нет, да, это вполне естественно. И в этом смысле, ну да, там, еле-еле как-то он скрипел. Но когда это были некие работы, которые могли написать за этого человека другие люди, например, или чем-то ему помочь, или экзамен общий, когда можно было к кому-то обратиться, да, люди с большим удовольствием, ну, не то что с большим удовольствием, но с большим правильным чувством ему помогали, этому человеку. И он действительно, в отличие от очень многих, которые уходили в итоге, которые не могли сдать какие-то экзамены, например, и покидали вуз, этот человек доучился до самого конца, не обладая практически знаниями. Этот человек получил хороший аттестат и замечательно в дальнейшем устроился. Мне очень жаль, что этот человек до конца так и не понял своей силы, потому что его сила заключалась не в знании. Есть люди, которые проявляют свои сущностные способности какие-то через знания. Они стремятся к знаниям, и они способны их приложить к жизни, и это хорошие специалисты. Но есть те, кто управляет специалистами. И не надо думать, что это чит-код, и не надо думать, что надо быть непорядочным человеком для того, чтобы на вас работали другие. Нет, ребят, это так не работает. Нужно обладать особым талантом для того, чтобы специалисты с большим желанием и с большим успехом на вас работали. В противном случае нет. Вы, конечно, получите обратный результат. Так вот, это был человек, который был способен объединить специалистов. Этот человек, на мой взгляд, бесценный, который может быть идеальным руководителем. Человек, на которого с удовольствием будут работать люди. Вот это вот очень важный момент. При этом это не манипулятор какой-то, не хитрюга какой-то, который там, знаете, там обманывает вас. Нет, он очень правильно просто вас подключает к задаче, и вы делаете то, что в конечном итоге вам интересно. И это, еще раз, не манипуляция. Это умение, как бы это сказать, это особый талант, особая характерная такая особенность людей некоторых, которые позволяют вам проявить ваши особенные характерные какие-то свойства. Да? То есть это вот очень важная такая, важная деталь, если хотите, в обществе. Таких людей на самом деле не хватает, это редкие люди. И вот жаль, что ряд людей не проявляет себя именно таким образом, хотя и имеет такой талант колоссальный. Вот с моей точки зрения, это был гениальный человек, несмотря на то, что он там учился, может быть, там то так, не очень хорошо, но у него вот было такое особенное свойство, проявление которого приводило именно к конструктивным в итоге результатам. Да? Вот фактически Лао Цзэ об этом и пишет в 39-м джане, о том, что важно найти себя в этой жизни, важно понять, что именно является вашей силой, если хотите, вашей характерной особенностью, вашим «Д» в этой жизни, и тогда вы становитесь на правильный путь и двигаетесь беспрепятственно вперед. Вот об этом, собственно говоря, это 39-й джан. Я надеюсь, что мне удалось это все изложить сколько-нибудь последовательно, хотя приходилось все время отвлекаться на какие-то отдельные моменты для того, чтобы дополнить
вот это вот, эти рассуждения какими-то дополнительными, может быть, описаниями, примерами там и так далее. Но, тем не менее, я надеюсь, что вот сейчас вы понимаете, что 39-й джан – это не случайные фразы, значит, не какие-то, не какое-то наблюдение за природой и обществом, а это вполне логичное рассуждение о том, кто ты, и о том, как надо развиваться в этом мире и в этом обществе в том числе. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу. Там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Не забываем переходить на плейлисты этого канала, где легче сориентироваться в тех темах области боевых искусств, которые вас интересуют. Там же внизу есть ссылочка на пару видео, в описании к которым есть ссылки на все книги нашего канала. Кому интересно почитать о том, о чем мы в том числе говорили сегодня, например, да, то вы можете обратиться, собственно, к соответствующей литературе на этом канале. Я вам желаю хороших тренировок, надеюсь, скоро с вами увидеться. Счастливо!